Друзья, всем привет, доброе утро, вы на канале Мото Санчо. И мы с вами ночевали на мотослете Старый Трэмп, в переводе Старый Бродяга. Слет мотопутешественников, довольно любопытное событие. Вечер получился долгим. Спать я пошел в 1:00 ночи. Сидели у костра, общались, обсуждали поездки. А ночь была теплой, спалось хорошо. О, класс, солнышко сегодня. С погодой нам пока везет. Дождя нет, светит солнышко, тепло. Вещи, которые вчера вымокли, сейчас высохнут. Но во второй половине дня снова обещают грозы. А я сходил в столовку, набрал себе горячей воды с кофе. Но это не кипяток, а именно что горячая вода. И мне кажется, кофе так не заварится. Надо его немножко довести до ума, догреть. Вот, этого уже достаточно. Пусть настоится. Вот еще одно важное дело. Надо шлем куда-нибудь на солнышко пристроить сушиться. Он вчера вымок, а за ночь еще и отсырел. Эта влага по нему распределилась. Весь сейчас внутри сырой. О, как-нибудь вот так. Który miałem 2 czy 3 lata młodsze Suzuki i już na wtrysku mogłem puścić. No tak. Więc też jakby łatwiej jest tutaj dzięki temu zużycie paliwa tak wydza, no bo on w okolicach tak na tym zestawie co jest teraz 4,2 litra to jest bez męczenia się, taka normalna jazda. Пойду с чашечкой кофе прогуляюсь по лагерю, посмотрю, на чем ездят путешественники. Триумф Тайгер 900. Классный мотоцикл, новый. Вчера в процессе общения у костра и там в столовке я был удивлен, сколько, оказывается, здесь собралось путешественников. Я-то думал, что здесь по большей части будут люди, которые ездят по Европе. Ну, может быть, кто-то до Испании доезжал. А оказывается, встретил и тех, кто был в Грузии, и тех, кто ездил по Азербайджану, по Кавказу, тех, кто добрался до Монголии и Казахстана. И было много интересных тем для обсуждения. С ребятами, с семейной парой мы даже в 1 год ехали по Монголии. Одновременно практически. Трансальп, хондочка. Такая аккуратная вся. Вообще, наверное, 90% мотоциклов, приехавших сюда, это именно Трансальпы. А вот, пожалуй, один из мотоциклов, которые мне больше всего понравились в плане владения. Был у меня Pan European ST1300. И это, ребят, машина. Просто пожиратель километров. Объем бака 29,5 литров. И на нем можно сделать 600 километров без остановок. Да и сам мотоцикл довольно удобный. Мотор мощный, эластичный. В общем, понравился. А лагерь-то большой. Так, навскидку, больше 100 участников точно. Чехи приехали. Тоже Honda Transalp. Тут
прям можно изучать всю модельную линейку Трансальпов. И первая генерация встречается, и вторая, и третья, а также всевозможные тюнинги и доработки. А вот Honda Deville, кстати, с увеличенными кофрами. Багажные кофры здесь идут в заводской комплектации. Видите, какая у него широкая корма. Мотоцикл для путешествий, но по дорогам, по асфальту. А вот редкий на этом слете представитель семейства чиперов и круизеров. Yamaha Virago. Если не ошибаюсь, 125-ка, моторчик совсем маленький. А вот тоже Honda Transalp. Только непонятно, то ли он пережил серьезную аварию с последующей ампутацией пластика, то ли так готовился к оффроуду. Приехало также несколько кемперов. Не удивлюсь, если у них внутри еще и мотоцикл путешествует. Но это для тех, кто любит комфорт. А кто же его не любит, да? Вот еще классная хондочка, которую я когда-то рассматривал для покупки. Honda NC 750. Очень интересный мотоцикл в плане практичности и удобности. Низкий расход, удобная посадка. Его и эндуро не назовешь, больше, наверное, дорожник. Но выглядит стильно. А вот здесь на месте топливного бака у него большой кофр, куда вмещается шлем. А вот еще одна Honda Pan Европа с тюнинговыми сиденьями и дополнительными дугами. К сожалению, у этого мотоцикла в падениях страдают в первую очередь кофры и вот это место. Там тоже металлические дуги, но закрыты декоративными пластиковыми накладками. Одна такая накладка стоит около $110. По крайней мере, стоила на тот момент, когда у меня этот мотоцикл был. И это была проблема. Honda Африка. Довольно свежий мотоцикл, но ставший уже практически культовым среди мотопутешественников. BMW GS 1200. Не менее культовый мотоцикл, но уже в оппозитном исполнении. Гляньте, какие выносы стоят на дугах. Точно как у меня на Хонде. И, наконец, Honda VT 700 1986 года. Наша красотка. Как тут шлем поживает. Все равно сырой. Надо следить за солнцем и его перекладывать. У меня со вчерашнего дня завалялись в коляске колбаски. И если оставить их еще и сегодня там лежать, то, боюсь, им настанет конец. Поэтому надо срочно пожарить и съесть. Получился отличный, сытный, калорийный завтрак. Надеюсь, с колбасками все было в порядке и проблем не будет. Пойду еще и Михала угощу, чтобы ни одному, если что, бегать. Шучу, конечно. Все с ними в порядке. Отличные, сочные колбаски. Лагерь проснулся, все умылись, почистили зубы, позавтракали, и теперь у нас утренняя активность. Большая фотография всех участников слета. Организатор собирает всех в кучку. Люди подтягиваются. Jeszcze. Dobra, seks. 3, 4. Ну а после группового фото стоит задуматься о дневной активности. Чем же мы будем сегодня заниматься? И главным развлечением
фестиваля являются поездки по окрестностям. Организаторы составили несколько маршрутов, предлагают на выбор карты. Хочешь бездорожье, хочешь асфальт, хочешь повороты. Вот я и думаю, что сейчас спакуюсь, палатку оставляем здесь. Все самое необходимое в мотоцикл и поедем покатаемся. И начинаем подготовку к выезду с контроля давления в переднем колесе. Вчера качал 2,4, осталось 1,7. Продолжает где-то стравливать. Не спеша, полегоньку, но за сутки на 1 атмосферу, может чуть меньше, давление уходит. Надо искать причину. Это не дело. Запуск, прогрев. С Михалом поразмышляли насчет маршрута и выбрали петлю на 200 с небольшим километров. Несколько обзорных красивых пунктов по дороге. Ну и я думаю, часа за 4 проедем. Смотрите, что с лампой нейтралки прям подмигивает. Видно, где-то контакт окислился. Как вода попадает, начинаются проблемы. После мойки, после дождя. Как все сухо, все работает. Стеклышко на холостых входит в резонанс, но я здесь поставил резиновые отбойники для дополнительной стабилизации. Зарядка есть. А вот бензина маловато. Надо бы сейчас заехать на станцию, на заправку. Все собрались группами по интересам и выдвигаются на различные маршруты. А вот и заправочка. Маленькая совсем, на 2 колонки. Михал у нас сегодня ведущий. У него навигация, у него маршрут. А я просто еду, получаю удовольствие от движения. Как видите, много людей сегодня поехало кататься. Просто заполнили всю округу мотоциклисты. Да и, возможно, еще на слет сегодня будут приезжать люди, кто вчера работал и после работы решил не ехать, а выбрался в субботу утром. Как раз сейчас и подтянутся. Наверное, логичнее было бы фото всех участников слета делать в субботу к вечеру, после обеда. Дорога сегодня в удовольствие. Температура воздуха 24 градуса.
солнца, еду без куртки, наслаждаюсь. То ли теплом, то ли прохладой. Вот температура то, что надо для поездки. Когда тебе и не жарко, и не холодно. Облака только-только собираются в тучи, которые, возможно, принесут нам вечернюю грозу. Дорога действительно очень красивая. Стоит того, чтобы здесь прокатиться. Поля, леса, маленькие уютные деревушки. В какой-то момент мы ушли с асфальта. Едем лесной дорогой. Михал там присматривается к навигатору, но думаю, мы приближаемся к одной из точек маршрута, к одной из интересных локаций. Chyba źle, bo tam przejazdu nie ma. Ale most wiszący, Proszę? na Most most wiszący. wiszący, proszę pana, to do asfaltu. Asfaltem jeszcze, tam jest no, z 1000 metrów i jest zjazd do Pilicy. I tam jest most wiszący. Bo tutaj no, nie przyjedziecie, bo droga się kończy ślepnie. Оказалось немного не туда. Вернулись на асфальт и по совету местного жителя еще около километра прямо. И вот там, говорит, где-то есть подвесной интересный мост. Запарковали мотоциклы, шлем оставляю сушиться на солнышке. Как видите, это здесь нормальная практика. Шлемы, сумки, перчатки, все оставили и пошли. Нам туда, куда на мотоцикле ехать нельзя, а пешком можно. Ну, тут по принципу, если нельзя, но очень хочется, то можно. Кто очень хотел, тот заехал. Фотосессия идет. Да, вот и мост подвесной. Забавно. Этот мост даже не подвесной, он просто построен дендрофикальным способом. Из грязи и палок. Место небезопасно для купания. Судя по тому, что дорога сюда приходит и дальше никуда не сворачивает, это еще и брод. В пользу чего говорят следы, уходящие в воду. Течение, кстати, довольно сильное, и на том берегу виден выезд. Ну, я бы не рискнул. А вот по мосту пройтись хочу.
Надежность просто фантастическая. Это прутья арматуры, стальной трос и хрустящие доски. О, это страшно. Так и представляется, как одна из этих досок с хрустом проваливается вниз. А купаться я сегодня не планировал. Успокаивает то, что передо мной прошел дядька, который явно меня тяжелее. Жаль, Танюшка со мной не поехала. Ох, ей бы понравился этот мост. Она любит такие подвесные конструкции. Ну, почти дошли. Как вам вот такие доски? Proszę bardzo. Dziękuję. Оп. Тут уже как-то спокойнее. Воды внизу нет. Не так страшно за телефон, документы и прочую электронику. Деньги. О, да, класс. Твердая земля. Ну, такой аттракцион веселый. А это что такое? Следуй по стрелкам. Давайте глянем, куда нас эта стрелка уводит. Какое-то болотце в кустах. А там чей-то дом. Красиво. Птицы поют. Лето. Пчелки гудят на кустах. А вот и тот самый выезд на противоположном берегу. Гляньте, сколько мальков. О, там и побольше есть рыбешки. Вон там прям кишат. Испугались меня и уходят. Кажется, здесь довольно мелко. Идем обратно. Интересно, как часто этот мост обновляют? Судя по всему, в этом году ничего с ним еще не делали. Прогулялись, вернулись к мотоциклам. Ну и едем дальше по маршруту. Пока мне все нравится. Мост был действительно классный. Пощекотал нервишки, так сказать. Только что произошло неприятное событие. Я потерял свой термометр. Он просто улетел
Видимо, пришло его время, и где-то он отвалился. Может быть, удастся найти, а может быть, его уже переехали. Нет, не вижу. Как назло, он еще такой маленький и серый. Между мотоциклом и коляской тоже нет. Ладно, сейчас еще разок проедем. Может, найдем. Ну, не знаю, я не заметил. Если на видео потом при монтаже увижу, ну, значит, пускай здесь и остается. Купим новый. Термометр был копеечный, из хозяйственного магазина. Жаль только, ездил с нами в Испанию, Португалию. Пёсель ломанулся на перехват. Отважный, посреди дороги бегает. Опачки. Желтая штука на обочине — это фоторадар. Лучше здесь не превышать. Съехали на такой старый раздолбанный асфальт. Еду и слышу, как что-то звенит. Уже и забыл этот звук. Помните? Кожух демпфера работает как колокольчик. Чтобы он не звенел, я когда-то подмотал туда изоленты. И, судя по всему, она стерлась. Надо подмотать новой. Кажется, мы приехали к какому-то большому водоему. Это озеро или водохранилище, судя по дамбе впереди. По ней можно проехать, но мы сделаем это позже. Давайте, наверное, сразу, пока не забыл, подмотаем изоленты на рулевой демпфер, а то очень меня раздражает этот звон. Пыльник здесь развалился в труху. Да, надо будет заменить. Отлично, все работает как надо и звенеть теперь не будет. А рядом с моей Хондой стоит ее внучка. Тоже Shadow, но 125-ка. А здесь, ребят, прям курорт.
пляж, яхты, люди загорают, большая детская площадка, какая-то сцена, красота. И вода, судя по всему, теплая. Дети купаются. Ради интереса подошел посмотреть на цены. Катамаран 50 злотых час, каяк 30, лодка тоже 30, доска САП 40. Ну, на каяке классно, я бы поплавал. Жаль, они двухместные все. С Мишкой и Танюшкой вместе не поместимся. Тогда вариант с катамараном. Там 4 места. Гляньте, какой Симпсон необычный. Я как-то привык, что они все в форме мопеда, а это как скутер. Хотя с переключением передач. С ножным переключением. Симпсон Ифа. Никогда раньше такого не видел. Спидометр до 100. Слева у нас небольшой ресторанчик с открытой летней террасой. Дальше пансионат. Что-то вроде дома отдыха. А справа, я бы сказал, это пирс. Волнорез на таком озере не имеет смысла. Скорее всего, это пирс. Такая выступающая в водоем площадка. Пойдемте посмотрим. Здесь предусмотрены посадочные места, чтобы можно было сесть и любоваться водоемом. А водоем-то действительно не маленький. Минимум километров на 15 уходит. И насколько хватает взгляда, все в парусах яхт. Красота. А вот и самая крайняя оконечность этого пирса. Ближе к обеду стало весьма тепло. Можно даже сказать, жарко. Сверились сейчас с навигацией, с нашим маршрутом, и оказалось, что мы еще даже половину не проехали. Впереди еще одна интересная точка. Это шахта открытого типа. Выработка угольная. Смотрю на эту 125-ку Шадов. Сколько на ней всего навешано, сколько металла, сколько всякого тюнинга. А это ведь все вес, который ей приходится возить. Обратите внимание, какой перепад уровней воды слева и справа. Так, навскидку метров 10, если не больше. Какими только дорогами мы сегодня не ездим.
момент совершенно незаметно облака начали сгущаться, собираться в тучи. И вот они уже укрыли половину неба. Стало прохладно. Едем по лесу между двумя деревнями. И здесь есть автомобильная дорога, а есть отдельная велодорога. Кстати, в Польше есть несколько маршрутов велосипедных, которые тянутся на 1000 километров. Кажется, мы приехали на следующую точку. Вдали дымят трубы местной электростанции, для которой добывают уголь здесь же. Электростанция, конечно, огромная. Выглядит так, будто она и делает все эти облака. А вот и карьер, где добывают топливо для электростанции. Бурый уголь, насколько я понимаю. Немного информации из интернета. Это открытая выработка является самой большой дырой в земле в Европе. Протяженностью 12 километров, 3 километра в ширину и 200 метров в глубину. Конечно, на 12 километрах эти 200 метров перепада высоты кажутся незначительными, но вы только подумайте, 200 метров. Там проложена целая система конвейеров для транспортировки угля. А в тот момент, когда выработка закончится, когда истощится месторождение, на этом месте будет озеро. Ну или водохранилище, большой водоем. Ну и это финальная точка маршрута на сегодня. Отсюда возвращаемся на базу, по пути заскочим еще на заправку и, наверное, в продуктовый магазин. Хочется чего-нибудь сладенького.